Здравствуйте, друзья! Это канал Веселый инженер. Меня зовут Андрей, и сегодня я хочу поговорить о теме выбора профессии, а вернее о том, что в моих комментариях почему-то вдохновленные моим видео или наоборот разочарованные люди стали все чаще, я так понимаю, что это молодые специалисты, писать, что они неправильно выбрали профессию. Одни пишут, что надо было выбирать профессию инженера, а другие пишут, что зря, наверное, они учатся на инженера и вовсе зря они все это затеяли. Об этом сегодня поговорим. Надеюсь, что вы меня поддержите в комментариях, и мы сможем обсудить и все-таки дать понять людям, ту ли профессию они выбрали или все-таки надо что-то в своей жизни менять. Поехали! В одном из комментариев, друзья, под моим видео молодой специалист, я так понимаю, молодой специалист в социальных сетях написал: «Зачем же я учусь вообще на эту профессию? Платят мало, устроиться на работу невозможно. Как же быть? Для чего? Все пропало, надо что-то делать». Я ему написал, что в принципе не надо никакую-то горячку пороть, не обязательно получать одну и ту же профессию, и по ней работать всю жизнь. Можно получить одно образование, потом перепрофилироваться на другое, или вовсе без образования найти себя в этой жизни уже более, так сказать, осознанно. Итак, с чего я хочу начать, друзья? Я расскажу немножечко о себе, о своей истории, как я пришел к инженерно-технической работе. И я думаю, что будет вам понятно, может быть, кого-то это мотивирует дальше учиться, кого-то поступать в институт на эту профессию, а кого-то кто-то поймет, что в принципе это не его. Когда-то давно, уже много лет назад, это был 2000 год, я поступал в техникум, и я поступал на технико-теплотехника. То есть это вообще энергетика, это не совсем не связано с техническими какими-то профессиями. Мне казалось, что это достаточно неплохо. Но туда по конкурсу не прошел, и мне пришлось поступать в политехнический колледж, чему я сейчас уже очень сильно рад, и я там учился на технико-механика. Что хочу сказать. Когда я учился в техникуме, меня вдохновляло то, что я буду техником-механиком. Хотя мне многие предметы не нравились, я не любил чертить, мне это очень сложно давалось, потому что чертили от руки карандашами, у меня все были черные чертежи, и мне казалось, что это такой титанический труд, и если я еще это буду делать на работе каждый день, то я просто сойду с ума. Я учился, хороший коллектив был, время шло, и я закончил колледж. Естественно, я понимал, что мне нужно высшее образование. Далее я поступил в политехнический университет, в БНТУ, и продолжил обучение на инженера. К тому времени я уже устроился на работу на Минский автомобильный завод. И когда я работать начал в технологических в цехах, где производится металлообработка, я понял, что в принципе то, что я проходил в техникуме, это база. Это не то, что связано напрямую с моей профессией. Это то, что дает мне какие-то определенные знания и помогает мне стартануть дальше в любой технической профессии. То есть я мог работать как, допустим, мастером участка, мог работать инженером-технологом, конструктором, где-то проектировать какие-то приспособления. То есть у меня было много направлений. И это плюс большой в том, что это дает такую разноплановость, то есть получается, что вы, получая образование, если вам на этапе обучения кажется, что это не ваше, то вы всегда можете выбрать какое-то другое направление в вашей теме, даже в техническом каком-то, получив техническое образование, вы можете найти такую работу, которая в принципе будет вас устраивать. Это, наверное, 80%, я вам гарантирую. Поэтому ни в коем случае отчаиваться нельзя. Во-вторых, я вам скажу так, печальная статистика, больше 80% людей, это в Российской Федерации, это в странах СНГ, к сожалению, не работают по своей профессии. Потому что, оканчивая, допустим, 9 классов, оканчивая 11 классов, невозможно понять, кем вы хотите быть. Если у вас родители врачи, то вам кажется, что надо быть врачом, хотя бывают случаи, что дети не продолжают, так сказать, династию своих родителей, и это тоже неплохо. Но вы просто не знаете, кем вы хотите быть. То есть вы выходите в этот мир, и вам нужно все-таки, получив какое-то образование, поработать немного, осознать, то ли это, и потом уже решать.
надо продолжать работать по этой профессии или получать другое образование, это уже ваш выбор. Но я вам скажу так. 80% людей, да, даже больше, не работают по своей специальности, потому что она им просто была навязана родителями или навязана какими-то стереотипами, да, такими, которые у нас в обществе существуют. А вообще, самое, что главное, я бы сделал вот для того, чтобы такого происходило намного меньше. Этот стереотип, что надо иметь именно образование, нужно работать именно вот с образованием, он, мне кажется, на сегодняшний день, в 21 веке, уже себя изжил. То есть важно, чтобы человек имел знания, не корочки, а имел знания. Получать знания сейчас можно как в интернете, как очно, так же заочно, да, если есть какая-то предрасположенность. Поверьте мне, если человек пойдет, я работал сам на стройке какое-то время, когда студентом был, если человек пойдет работать на стройку и поймет какой-то титанический труд, рано или поздно он придет к образованию, он определится, в какой профессии он хотел бы себя видеть, и тогда он уже наверняка не ошибется. Что хочу пожелать всем, кто сейчас будет поступать в университеты, кто уже учится и какие-то мысли у него закрадываются, кто-то закончил университет, да, поработайте, поучитесь. Подумайте, может быть, это окажется действительно делом всей вашей жизни, как это получилось у меня. Надеюсь, что в комментариях все напишут свое мнение, мы обсудим и придем к какому-то общему знаменателю. Я прощаюсь с вами, смотрите мой канал. Пока-пока.